Вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодня буду работать вот с этими шарфами, которые мне дали в Совете ветеранов. Это работа в рамках благотворительной акции, но думаю, что многим зрителям это тоже пригодится. И вовсе не обязательно, чтобы это были только шарфы. Это могут быть вышедшие из моды драповое пальто, любой другой драп, какая-то драповая юбка, жакеты и даже трикотажные вещи. Все может пригодиться. Будем шить утепляющий пояс. И показывать я вам буду вот на этом мохеровом шарфе. Похоже, что шарфик был куплен в каком-то магазине. И посмотрите, вот здесь номер и ценник. И стоил он сущие копейки, 70 рублей. А ведь это мохер, и он очень теплый. Для начала делаем выкройку. Замеряем объем талии и прибавляем на заход в узкой части примерно 12 сантиметров. Ну вот, например, если у моего мужчины стройного талия 88 и прибавляю 12 сантиметров, 50 сантиметров – это половина длины пояса. В широкой части 24 сантиметра, в узкой части у меня 11 сантиметров. И переход на узкую часть происходит примерно в середине детали. Понятно, да? Если надо прибавить длину пояса, то это можно сделать в широкой части добавить и в узкой части добавить. Ширина в узкой части должна быть не менее 10 сантиметров, потому что здесь будет пришиваться вот такая мягкая застежка, липучая лента. Я не знаю, как она правильно называется. Сначала я выкраиваю две детали из плотной ткани. Это диагональ. Почему две детали? Я за экономичный подход, поэтому раскладываю вот таким образом. Тем более, что мне придется шить не один пояс. И не забываем оставлять припуски на швы. Еще раз показываю, если надо увеличить размер, раздвигаю вот эти две детали до нужного размера. А теперь я сшиваю две детали. Вот я сострочила и разутюжила шов. И теперь эту деталь я накладываю лицевой стороной вниз на шарф. По ширине получается как раз по ширине шарфа. Я соединяю обе детали, сострачиваю по всему периметру, и один конец я оставляю незашитым. А для надежности я детали скалываю, чтобы они не сдвигались. Вот я пришила и теперь обрезаю по контуру. На самом деле так удобнее. Если бы я до этого вырезала из шарфа деталь, мне пришлось бы соединять срезы, а так получается быстрее и аккуратнее. Вырезаю ножницами зигзаг. Здесь есть неровные линии, выпуклые. У кого нет таких ножниц, можно сделать насечки. Уголочки сразу подрезаю. Я обрезала и теперь выворачиваю. И в помощь мне линейка. Такой способ пошива без окантовки, он более быстрый и простой. В конце видео я покажу вам еще и пояс с окантовкой. Открытый конец я вот так подверну и сделаю отстрочку по всему краю. Ну а для удобства, для стабилизации края я отпарила. И теперь можно кое-где сколоть, хотя можно этого и не делать. Отстроченную деталь я разлиновываю, и эти линии у меня будут на расстоянии примерно 5 сантиметров.
И вот такой ширины достаточно. Теперь с другой стороны. Отшивать буду вот таким образом. По расчерченной линии и по проложенному шву. Вот я простегала. Такая стежка, она придает поясу некоторую жесткость, что помогает удерживать позвоночник. И получается 2 в 1. И тепло, и помогает осанке. Осталось пришить застежку. Она состоит из 2 частей. Одна такая, как войлок, а вторая с крючками. Я отрезала каждой части по 13 сантиметров. Продается такая застежка в рукодельном магазине. Ширина ее 10 сантиметров. И она недорогая. На один пояс вам понадобится, рублей 15, может быть, потратите. Часть, которая с крючками, я пришью с внутренней стороны, а вторую, более мягкую, на лицевую сторону. И вот полезная и нужная вещь готова. Показываю вам, как я использовала другие шарфы. Вот такой пояс, еще один. Вот, это еще один такой. И вот такой. Кто дружит с бейкой, можно шить вот такой пояс. Видите, да, обработочка края. То есть здесь можно немножко сэкономить на ширине. У кого, может быть, ткани немножко в обрез, можно вот так вот, обрабатывая срез. Потому что на подгибку уходит 2 сантиметра как минимум. Еще раз хочу обратить внимание, что благодаря плотной ткани и стежке пояс держит форму. Он не растягивается. Тем более, если вы будете использовать трикотаж, но и шарф, он тоже ткань нестабильная, у нее рыхлая структура. Поэтому плотная ткань, конечно же, здесь в помощь. Я надеюсь, что видео вам пригодилось. И пригодится, ведь это же можно сделать еще и подарок такой. Я жду ваших комментариев. Возможно, у вас есть опыт по пошиву таких поясов, есть свои наработки, и вы можете подсказать что-то полезное, потому что я, скорее всего, буду еще шить такие пояса, и ваши подсказки мне, конечно же, пригодятся. Ну и не только мне. В комментариях часто бывают полезные советы, зрители их читают, и кому-то еще пригодится. Если вы не задумывались над такой идеей, если вам видео оказалось хоть немного полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и жмите на колокольчик. На этом с вами прощаюсь. До скорой встречи!